Освобождение Ростова 28 ноября 1941 года стало первой значительной победой Красной Армии в начальный период войны. Вплоть до июля 1942 года Ростов оставался прифронтовым городом, и только после провального наступления Красной Армии под Харьковом гитлеровцы, стремившиеся прорваться на Кубань и Кавказ, вновь вышли к Ростову-на-Дону. Как и в ноябре, обороняли город части 56-й армии под командованием генерал-майора Рыжова. На подступах к городу были сосредоточены 4 дивизии и 4 стрелковые бригады. Силы сторон были явно неравны. Для решающего штурма Ростова-на-Дону немецкое командование сосредоточило до 18 дивизий, в том числе 6 танковых и моторизованных, всего до 200 тысяч солдат и офицеров, 600 танков и штурмовых орудий, свыше 4000 орудий и минометов. С воздуха поддержку обеспечивали эскадры 4-го воздушного флота. Необходимо отметить, что защитникам города не удалось своевременно занять позиции по внешнему обводу Ростовского оборонительного района. Стрелковые дивизии вступали в бой с марша, по мере подхода сменяя бригады армии, что впоследствии отрицательно влияло на устойчивость обороны. 22 июля в 6 часов утра, после получасовой артподготовки и ударов авиации, немцы начали штурм Ростова. Действуя двумя бронированными кулаками с северо-запада через село Султан-Салын, Ростов, и с севера через Щепкино на Аксайскую переправу. Несмотря на упорное сопротивление частям 17-й армии Рихарда Руофа, удалось осуществить глубокий прорыв советской обороны вдоль дороги Куйбышев-Ростов. На этом участке героически сражались бойцы 1-го батальона капитана Макиенко из 81-й морской бригады. Тем временем части вермахта и СС прорвали внешнюю линию обороны города и вышли на его северные и западные окраины к утру 23 июля. При всем героизме солдат и офицеров 56-я армия не смогла сдержать превосходящие силы врага на подступах к городу. Постепенно она была вынуждена отступать, отходя за Дон. Необходимо отметить, что именно в боях под Ростовом впервые в истории была зафиксирована атака на танки дрессированных собак-подрывников. Непосредственно в уличных боях за город принимали участие 9-я мотострелковая дивизия НКВД и полк народного ополчения. Наступление 17-й полевой и 1-й танковой армии вермахта поддерживалось постоянными бомбардировками позиций советских войск, переправ через Дон и центральных районов города. Только в полосе 76-й бригады было отмечено более 250 самолетов-вылетов. Тем не менее, красноармейцы оказывали ожесточенное сопротивление. Только бойцами 76-й морской стрелковой бригады 23 июля 1942 года были уничтожены 28 танков противника. В свою очередь, 36 гитлеровских танков были уничтожены артиллерией 900-го артполка 339-й Ростовской стрелковой дивизии. Всего уличные бои в Ростове продолжались 56 часов. Судя по послевоенным воспоминаниям немецких солдат и офицеров, они были просто поражены героизмом советских солдат. Многие из них писали, что нигде прежде не встречали такого сопротивления. Вот что писал в своих мемуарах участник уличных боев офицер вермахта Фридрих Зандер. Все дороги были забаррикадированы, каждый дом стал очагом сопротивления. Красноармейцы шли в атаку на пулеметы, дрались за каждое здание, каждый метр земли родного города. Используя хорошее знание городских кварталов, улиц и домов, советские войска действовали силами тактических групп численностью до роты. Кроме того, защитники Ростова активно применяли в уличных схватках минометы, огнеметы, гранаты, умело пользовались преимуществом скорострельного автоматического оружия. Причем в центре города держали оборону хорошо подготовленные части НКВД и отряды ополчения Ростова. Центр города был хорошо подготовлен для обороны. Крупные проспекты перегораживали толстые баррикады из булыжника. Боковые улицы перекрывались массивными кирпичными заграждениями. В окнах и на балконах, заложенных мешками с песком, оборудованы пулеметные гнезда. На крышах и чердаках располагались замаскированные лёжки снайперов. Довольно подробно штурм Ростова описал командир 421-го пехотного полка Альфред Рейнгард. Он отмечал, что немцам приходилось отбивать дом за домом, прокладывая себе путь через забаррикадированный центр города. Сражение за центр Ростова велось беспощадно.
Защитники города не желали сдаваться в плен, дрались до последнего дыхания, и если их обходили, даже раненые вели огонь из своего укрытия. Один из словацких офицеров писал: «Если оставалась где-то не заложенная кирпичом дверь, значит там была мина, срабатывавшая от натиска ноги или от тоненькой проволочки, натянутой над порогом». С не меньшим уважением отзывались словаки о защитниках Ростова, особенно о бойцах частей НКВД. Отлично подготовленные, упорные, они отличались знанием всех военных хитростей и безусловной дисциплиной, прекрасно владели тактикой уличного боя. Самые ожесточенные бои, как вспоминали немецкие солдаты, шли на Таганрогском проспекте, который вел прямо к мосту через Дон. Хорошо замаскированные пулеметчики и снайперы наносили серьезный урон пехоте противника. Саперы перегородили улицу баррикадами и сражались на них до последнего патрона. Тяжелые бои шли в старом городе и в районе порта. Там улицы превращались в извилистый лабиринт. Среди кривых улочек и переулков не было места для пехотных пушек, даже пулеметы оказывались бесполезны. Необходимо отметить факт того, что танки вермахта действовали успешно только на подступах к городу, а в уличных боях оказались малоэффективными. Большие потери в боях за исторический центр Ростова несли эсэсовцы дивизии «Викинг». Наибольших успехов удалось добиться 13-й танковой дивизии. Ко второй половине дня мотоциклетный батальон, который вышел к северному берегу Дона. В ходе боев стало очевидно, что немецкое командование допустило ряд грубых ошибок. В частности, плохо проведенная разведка сил и укреплений, отсутствие связи и тесного боевого контакта между штурмовыми группами. Тем временем с 24 по 25 июля тяжелые бои шли в районе Зеленого острова. К утру 25 июля 21-й словацкий пехотный полк и 8-я рота 2-го батальона полка Бранденбург-800 завершили зачистку острова и захватили дамбу и плацдарм на южном берегу Дона. Все же перевес численности и вооружений сделал свое дело. С ожесточенными боями советские войска отступали из Ростова. Отход прикрывали подразделения 230-го конвойного полка войск НКВД и Ростовского стрелкового полка народного ополчения. В 5 часов 30 минут Ростов был полностью захвачен немецкими войсками. В тяжелой схватке с врагом советские войска понесли огромные потери. Уже после выхода из Ростова-на-Дону оказалось, что из 120 тысяч человек личного состава 56-й армии в строю остались лишь 18 тысяч. Практически весь полег 230-й конвойный полк НКВД, обороняя Зеленый остров и переправу через Дон. При штурме Ростова потери вермахта составили более 2000 солдат и офицеров. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вышедший вскоре 28 июля приказ номер 227 «Ни шагу назад» отчасти ошибочно возложил ответственность за стратегическое поражение на бойцов Южного фронта. В свою очередь, по итогам сражения, оставшиеся в живых командиры штурмовых немецких групп приобрели по-настоящему бесценный опыт городских боев, и из-под Ростова одни позднее были переброшены в Сталинград. Ростов впоследствии будет полностью освобожден от немецких оккупантов только в феврале 1943 года.